Ну, ощущение после чистого проката, после проделанной работы, нелегкой. Скорее, если какие-то были трудности, и потом все получилось, я горжусь собой и тем, что я через все это прошла, и вот получилось все наилучшим образом. Лично для меня гордость — это очень приятное чувство за себя, либо за другого человека, когда у тебя получилось достичь своей цели, к которой ты долго шел, и испытываешь гордость за себя, либо гордость за другого человека, который для тебя дорог, ценен, и который также достиг своей цели через какие-то, возможно, трудности. Для меня гордость — это какое-то чувство самоуважения от осознания своих достижений. Возможно, тем, что как-то успеваю совмещать и учебу, и тренировки, и при этом и хорошо учиться, и неплохо кататься. Ни одной тройки даже в аттестате не было за 9 класс. Я считаю, что это достижение. Гордость для меня — это встать по будильнику. Особенно если рано. Я его довольно редко испытываю, но горжусь какими-то своими прокатами хорошими, занятыми местами, может быть, результатами. Гордость — это когда стоишь на пьедестале и гордишься, что у тебя все получилось, гордишься своим результатом. Ты очень рад за себя, удовлетворен. Я испытываю гордость, когда встаю к 7 утра, в 6 утра по будильнику и не откладываю на потом еще будильник. Гордость, я думаю, это радость за свои или чужие достижения, поступки. Но в ближайшее время я испытывала гордость, что сегодня вышла на тренировку и вообще на жеребьевку пришла после 3 часов сна. Гордость — это гордость. Иногда возникает, иногда нет. На пьедестале я давно не была, поэтому чувство это редко испытываю, давно не испытывала. Эйфория — это, наверное, радость, которая по-особенному ощущается в моменте. Сложно описать это чувство, потому что в эту секунду находишься в моменте и наслаждаешься тем, что у тебя есть. Это такое состояние, когда все получается очень легко, ты выходишь очень заряженный на адреналине и просто прыгаешь высоко, все чувствуешь, все получается. Эйфория как раз это когда уже потряхивает, чувство очень большой радости, и которое длится не так долго, как гордость. Неожиданное чувство радости, какой-то легкости из ниоткуда обычно. Просто неожиданно появляется. У меня, наверное, один раз было, когда я в первый раз собрала тройной аксель на тренировке, на выезд. Ну, я минут 5 отходила. Ноги ватные стали сразу почему-то. Я ездила, не понимала вообще, что сейчас произошло. В следующую попытку зашла, очень сильно ударилась и сразу полегчало. Легче кататься, легче прыгать. Не так сильно задумываюсь о элементах, а просто вот на автомате все получается. Такие бабочки в животе. Ну, например, при выполнении нового элемента. Если прям сильно уходить в эйфорию, то оно может отвлекать. Но в то же время, когда ты контролируешь, ну или, например, тебе нужно проконтролировать, чтобы не сильно уйти в эйфорию, то оно не отвлекает. Ну, тоже что-то связанное с прокатом программы, когда от элемента к элементу все получается, и чувствуешь прилив сил, не чувствуешь усталость, осознаешь, что докатаешь хорошо. Когда стоишь в конечной позе и слышишь аплодисменты, это вот, наверное, такие самые яркие минуты, ради которых стоит все это работать. Не знаю, у меня нет какого-то чувства эйфории. Я делаю свою работу, просто наслаждаюсь и, не знаю, могу улыбнуться и все. А внутри всегда какие-то расчеты, что еще сделать, там, что было не так, что так, поэтому, как-то обычно этого нет. Меня много чего может возмущать, очень часто. Меня могут возмущать люди. Я просто это иногда не показываю, потому что я стараюсь всех людей уважать, но иногда я очень возмущена поведением некоторых людей, когда они ведут себя неэтично или не соблюдают какие-то нормы морали. Меня это возмущает очень сильно. Либо просто какие-то вот неудачи глупые, или когда день вот не складывается, все идет не так, все валится из рук. Тоже возмущение. Возмущает, когда не получается, например, сделать прыжок, когда ты делаешь бабочку,
и не получается откатать чисто программу, и ты делаешь срыв на одном и том же прыжке, и потом это уже вызывает сильное возмущение. И со стороны тренеров тоже сильное возмущение. Нужно, наверное, переключиться на другой прыжок, либо просто выдохнуть и приходить на следующий день. Когда поддаюсь плохим эмоциям, плохому настроению на тренировках, и перестают получаться прыжки просто, потому что плохое настроение. Ну, возмущает, наверное, когда на тренировке без музыки у тебя все получается, а как только ты встаешь на программу, то ничего не получается. Когда на льду много человек, и они мешаются, особенно когда ты либо катаешь программу, либо выполняешь сложные элементы. Несправедливость. Всегда. Хочется, чтобы все было по-честному. Наверное, когда что-то идет не совсем так, как я планировала, или когда что-то кто-то странное делает. Когда очень хорошие люди во время проката мешают. Очень возмущает. Ну вот едешь ты в прокате, заезжаешь на какой-нибудь сложный элемент, и тут едет какая-нибудь 10-летняя девочка и не смотрит по сторонам. И ты срываешь этот прыжок, и вот очень возмущает. Бабочки на прыжках и падения. Желательно, чтобы не было, конечно. А то, что уродцев не привезли в трусах, очень грустно. Я, ждала, готовилась, имя придумывала неделю. Хотя я еще не знала, что на этап на этот поеду, но все-таки я подготовилась.